Привет! Подпишись и поставь лайк прямо сейчас. Этот и следующие выпуски реально нельзя пропустить. В этом выпуске поговорим об ответных ударах Украины и о главной новости последних месяцев, если не лет. Это отключение у россиян Starlink. И к чему это приведет? Этой ночью россияне снова делали то, что умеют лучше всего – уничтожали жизнь. На видео последствия ночной атаки на Киев. В Оболонском районе возник пожар возле парковочной площадки. Горели авто. В Соломенском поврежден детский сад, хозпостройка и окна в 4 жилых домах. 1 человек пострадал. В Шевченковском районе прилет в офисное здание. Произошел пожар. В квартирах у людей повыбивало окна. Есть пострадавшие. Это 2 женщины. 3 человека ранены в результате российской атаки на Запорожскую область. 7 человек пострадали после атаки русских военных преступников на Сумскую область. Из позитивного, сегодня в Украину вернулись из российского плена 157 человек, в основном защитники Мариуполя. В этот раз удалось вернуть 18 украинцев, которых в России осудили на длительные сроки. Также из плена был возвращен военнослужащий, который уже более 3 лет считался погибшим. В мае 2023 года после анализа и совпадения ДНК были даже проведены его похороны. Сегодня его родные получили сообщение от Координационного штаба об освобождении. Наши поздравления близким и родным солдата и ему лично. В Минчуринске после диверсии на железной дороге сошел с рельсов поезд с горючим, после чего произошел огромный взрыв. Движение по железной дороге прекращено. Все топливо сгорело. После взрыва на местный ТЭЦ в Чите произошло массовое отключение электричества и тепла. В Чите сейчас около минус 30 градусов мороза. С наступлением движухи поздравляем жителей этого города. Украина ударила по полигону, откуда россияне запускали свой «Орешник». ВСУ успешно атаковали ангары, где готовят межконтинентальные баллистические ракеты к запуску. Бомбили Капустин-Яр ракетами украинского производства, в том числе «Фламинго». А в Москве горят Z-пропагандисты. Пожар произошел в бизнес-центре на Партийном переулке, где расположены офисы «Известий», «Царьграда», РЕН-ТВ, 5 канала и «Регнум». В бизнес-центре провели эвакуацию. Чтобы завоевать Донбасс, россиянам нужно будет еще 800 тысяч тел. Им понадобится как минимум 2 года. Они не продержатся так долго, заявил Зеленский. А вот что президент Украины ответил на вопрос о том, боится ли он проиграть войну Путину. Конечно, проиграть эту войну значит потерять независимость нашей страны. Если мы потеряем независимость и станем частью России, это будет абсолютно чудовищная утрата. Но я уверен, что этого не произойдет. Но журналист не задала вопрос, а может ли Россия проиграть? А я вам отвечу, что может. И один из сильных ударов для осуществления этой цели нанес Илон Маск и министр обороны Федоров. По заявлениям наших источников и зетников, у россиян на фронте катастрофа. Заблокировано более 550 тысяч станций Starlink у преступной армии Путина. Все управление войсками легли. На многих участках остановлены штурмовые действия. В Украине будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальное или уже отключено, или будет отключено в ближайшие дни. Вой на болотах не унять. Соловьев очень хочет, чтобы Трамп позвонил Маску и разобрался со Starlink. В противном случае пропагандист угрожает разбомбить заводы Starlink и спутники в космосе. Ой, какой злой пропагандистский клоун. Проблема на России не только с Маском и Starlink. По сообщениям высокопоставленных источников, кризис может наступить через 4 месяца. Путина предупредили о неизбежности финансового кризиса к лету, а Трамп тем временем веселит мир своей тупостью. Вот кусочек диалога любителя островов с журналистом. Трамп: я начинаю получать отличные результаты опросов по экономике. Журналист: результаты опросов по экономике не такие уж и отличные. Трамп: они должны быть отличными. Журналист: почему же они не такие? Трамп: не знаю. На этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.